Из чего сделаны Солнце и Луна? Люди совсем недавно стали летать в космос. Первым там побывал в 1961 году Юрий Гагарин, а после него несколько десятков советских и зарубежных космонавтов. Но ведь прежде чем посылать в такое опасное путешествие человека, надо было уже хоть что-то знать про космос. Как же люди, сидя на Земле, узнали, что такое черное ночное небо, что такое Луна, что такое Солнце, что такое звезды? Ведь сколько ни смотри на небо, хоть всю ночь напролет, все равно небо кажется потолком. Солнце и Луна – плоскими светлыми блинами, а звезды – просто яркими точечками. Как же разглядеть их получше? Точку, поставленную чернилами на бумаге, можно разглядеть в увеличительное стекло. Пробовали когда-нибудь? Так просто смотришь – точечка. А смотришь в увеличительное стекло – большая мохнатая лепешка. И бумага уже похожа не на гладкую бумагу, а на шершавую шерстяную материю, всю из волосков. Смотришь в увеличительное стекло на свой палец. Он кажется огромным, толстым. На нем можно разглядеть каждую морщинку, но точка на бумаге и собственный палец – это все здесь, рядом. К ним можно поднести увеличительное стекло. А к небу ведь не поднесешь. Оказывается, есть увеличительные стекла и для неба. Смотрели вы когда-нибудь в бинокль? Наверное, смотрели. Бинокль ведь это тоже увеличительное стекло, только такое, которое не надо подносить к самому пальцу. В бинокль можно рассматривать все, что находится далеко от нас. Посмотрите в бинокль на ту сторону улицы. Точно все приблизилось, стало крупнее, правда? Маленькие театральные бинокли приближают раза в 3. Большие бинокли, которые бывают, например, у моряков, приближают раз в 8. Луна в такой бинокль кажется огромной. Точно мы подлетели к ней в 8 раз ближе. На ней даже можно разглядеть много разных мелких пятнышек, которых мы раньше не видели. Ну, а если сделать большой-большой бинокль, величиной со шкаф, он, наверное, приблизит Луну еще больше. К самому носу? Конечно. Не нужно даже делать обе половинки бинокля для правого и левого глаза. На небо можно смотреть и одним глазом. И вот люди сделали половинку бинокля. Даже не со шкаф, а с целый автобус величиной. Назвали эту огромную трубу со стеклами телескопом. Это такая махинища, что в руках ее, конечно, не удержит и 2 десятка человек. Пришлось поставить телескоп на огромную прочную подставку. И поворачивать его приходится уже не руками, а электромоторами с помощью многих зубчатых колес. Для каждого телескопа строят отдельный каменный дом, большую круглую башню. Крыша у такой башни раздвижная. Когда надо посмотреть на небо, крышу
раздвигают. А когда кончают работать и уходят, крышу закрывают, чтобы дождик не замочил телескоп. Сложная и дорогая штука – телескоп. Но зато как здорово он увеличивает, если бы вы знали. В несколько сот раз, даже в 1000 раз. В такой телескоп можно было бы читать книжку на расстоянии километра. Книжка была бы видна так, как будто до нее один шаг. С помощью таких вот замечательных труб, телескопов, люди осмотрели все небо. Они подробно осмотрели и Солнце, и Луну, и звезды. Много интересного узнали люди о том, что находится вокруг Земли. Много интересного рассказал людям телескоп. Оказалось, что Солнце – огромный шар, и Луна – огромный шар, и звезды – огромные шары. Звезды кажутся точечками только потому, что до них уж очень далеко. Бывает же так, что и большой уличный фонарь кажется точечкой, когда до него много километров. Все шары, которые есть в космосе, называются небесными телами. Все они очень разные. Солнце, например, состоит из огня. Из одного огня. Ничего твердого в нем внутри нет. Если был бы великанище величиной Солнца, он мог бы свободно проткнуть его палкой, как протыкают огонь костра. Солнце от этого не испортилось бы, а вот палка сразу же вспыхнула бы и сгорела. Звезды очень похожи на наше Солнце. Они тоже из огня. Звезды, как и Солнце, огромные огненные шары. Многие из них даже больше Солнца. Просто Солнце к нам ближе, поэтому оно и кажется большим. Оно поэтому и ярко светит, и жарко греет. А звезды от нас гораздо дальше Солнца. Поэтому и свет от них слабый, и тепла совсем нет. Луна тоже шар, но Луна – каменный шар, твердый, холодный. Как Земля, Луна сама не светится. Не могут же холодные камни быть фонарями. Луна видна на небе только потому, что ее освещает Солнце. Погасни Солнце, погаснет и Луна. Мы нарисовали рядом Луну, Землю и Солнце. Луна и Земля поместились, а Солнце нет. Его пришлось бы изобразить величиной со шкаф. Вот какое оно огромное по сравнению с Землей и Луной. Небесные тела в космосе находятся очень далеко одно от другого. Если наш огромный земной шар представить величиной с ягодку вишни, тогда Луну величиной с горошину надо отнести на расстояние полметра от нее. Солнце в этом случае величиной со шкаф окажется на расстоянии 200 метров. А ближайшая звезда, как и Солнце, величиной со шкаф, окажется где-нибудь за океаном, в Америке или в Австралии. Вот какие огромные расстояния разделяют небесные тела. Ближе всего к нам Луна. Но даже до Луны самолет Ту-154 летел бы 2 недели, не останавливаясь. Представьте себе, например,
город Ленинград. Чтобы пешком пересечь этот большущий город, надо идти, не останавливаясь, часов 5. Машина по шоссе промчалась бы через Ленинград за четверть часа, а самолет Ту-154 пролетает над Ленинградом за 1,5 минуты. Вот как быстро он летит. И с такой быстротой надо лететь до Луны 2 недели. Как прошло 1,5 минуты, целый город позади. Как час прошел, 40 Ленинградов перешагнули. Сутки летим, 1000 Ленинградов. И такими гигантскими шагами шагать 2 недели. Далеко Луна. И все же она намного ближе к нам, чем все остальные небесные тела. Поэтому ее и называют спутником Земли. А все другие небесные тела, как видите, во много раз дальше. До Солнца на самолете пришлось бы лететь 15 лет. Сели в самолет школьники, а вылезли бородатые дяди. До звезд с такой скоростью вообще не долететь. Пролетишь только самое начало пути, а уже состаришься. Какой огромный космос! И ведь все это совершенно пустая пустота. Как же в этой пустоте висит Солнце? Почему не падает Луна? На чем держится Земля?